Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание 27 февраля. Обязательно в этот день категорически запрещено это делать, иначе привлечете беду. Также обязательно скажите эти обережные слова, если вы в опасности. Далее более подробно об этом и не только в этом видео. Друзья, 27 февраля наши предки праздновали народный праздник Кирилл Весно-Указчик. В юные годы Кирилл был библиотекарем в церкви и преподавал философию. Поэтому в этот день было принято весь снег в округе стягивать на поле и огород. Мужчины утаптывали его в землю, чтобы в последние дни зимы снег растаял и напитал почву влагой. Праздник получил свое название в честь святого равноапостольного Кирилла. В этот день наблюдали за погодой, и потому он получил прозвище Весно-Указчик. Пока мужчины занимались землей, женщины дома готовили сладкий напиток из меда, патоки и различных пряностей. Его подавали горячим, и имел он название сбитень. Сам напиток имел в себе целебные действия и очень активно пользовался спросом. Также в этот день мужчины готовили для своих жен пиво из священной воды, а те, в свою очередь, навещали старых женщин, которые принимали у них роды. В народе они звались повитухами. По окончанию месяца погода могла и о многом рассказать нашим предкам. Так, если погода весь день радовала народ, все не спешили веселиться, потому что это могло означать, что придет небольшое похолодание. Также ожидались и сильные морозы, если целый день был солнечным. Будет хороший урожай, если на полях и огородах осталось много снега в этот день. К потеплению будет слышно и громкое пение птиц. Какая погода на Кирилла в день, такой будет и весь август. Если сегодня ваши планы пошли наперекос, не стоит расстраиваться по этому поводу. Лучше смиритесь. Не беда, если задуманное кажется вам слишком сложным. Вы обязательно найдете людей, которые с удовольствием помогут вам. Вы преподнесли свои идеи так, что они заинтересовались вами, и недавних соперников превратили в своих союзников. Благодаря им вы сможете укрепить свои позиции в достижении намеченных целей. Дел много, но вы, чтобы все выполнить качественно, старайтесь хоть немного отдыхать, и тогда все, что будет сделано в течение недели, принесет вам материальное удовлетворение и признание коллектива. Сегодня станет очевидным, что ваши недоброжелатели становятся слабее. Вы это видите на реальных примерах. Сейчас обстоятельства позволяют вам сделать правильный и свободный выбор, найти прекрасные возможности реализации своих скрытых способностей и талантов, сформировать более удобные внешние обстоятельства. На уровне интуитивных осознаний сегодня можно решить многие вопросы, преодолеть сложные ситуации, устранить существующие сложности. Не рекомендуются сегодня походы к специалистам, особенно к косметологу и массажисту. Очень хорошо сегодня уделить внимание своему здоровью. Добавьте в свое расписание чуть больше спортивных тренировок. Ваши мышцы сегодня нуждаются в хорошей нагрузке. Яркие впечатления вы получите от активных видов спорта или, как вариант, динамичного отдыха на природе. И не гуляйте долго в сырую погоду, потому что это все-таки чревато простудой. Откажитесь сегодня и от обрезания волос, ногтей, кожи, депиляции и прочего. Такой знак будет иметь негативное влияние на ваш возраст. Вы сможете укоротить себе несколько лет жизни. Проведите второй выходной без бьюти-процедур. Сделайте сегодня себе расслабляющие ванночки как для рук, так и ног. Проведите так минут 30, и после будет ощущение, что ноги не ваши. Стоит перебрать зимнюю обувь на полках и потихоньку добавлять более легкую обувь и каблук. Кеды и кроссовки тоже отлично впишутся в ваш образ, и ноги не так будут уставать после тяжелого рабочего дня. Сегодня можно осуществлять различного рода покупки, они обретут удачу.
Можно, отменив бьюти-день, сделать фэшн-день. Поэтому подготовьте свою вторую половинку к магазинам. Обновите гардероб, при этом не только себе, но и любимому что-то, возможно, пора купить. А вот застиранные рубашки и протертые штаны точно не принесут вам удачу, да и внешний вид вашего мужчины сейчас не в самом лучшем виде. Купите несколько однотонных футболок, качественные джинсы, парочку рубашек и хороший ремень. Если все пойдет по плану и ваш мужчина не устанет на этом этапе, можно заглянуть в обувной магазин и примерить несколько вариантов туфель. Что-то вы наверняка выберете для себя. В вопросе выбора одежды мужчинам всегда нужна помощь. Им сложно справиться самостоятельно, а ваша женская мудрость и хитрость поможет в этой ситуации. Очень плохо сегодня будут злорадствовать и хвастаться. Если дела, которые раньше шли хорошо и вы были успешными, то после такого поведения все резко может поменяться в вашей жизни. Ваша уверенность начнет терять свою силу, появится неустойчивость в разговорах. Никогда не проявляйте эту черту характера. Если вам хочется похвастаться своими успехами, преподнесите это уже как достижение. Расскажите собеседнику, через что вы прошли, чтобы получился вот именно такой результат, который вы сейчас имеете, и гордитесь. Сколько сил и терпения вам это стоило. Также постарайтесь поделиться лишь приобретенным опытом на своем пути. Расскажите о полученных синяках, ошибках, о том, что было сделано неправильно, и какие вы выводы сделали из этого. Конечно же, второй собеседник услышит вас и почувствует, с какой искренностью вы это все рассказываете, как откровенно делитесь этим. Никто даже не сможет подумать, что вы решили похвастаться. Возможно, с первого раза не получится, но только методикой проб вы сможете достичь нужного результата и похвалы. Сны в этот день будут вещими. Обязательно после того, как проснетесь, запишите все, что помните, на листик бумаги. После порвите и сложите кусочки в маленький мешочек. Как будете гулять сегодня, постарайтесь выбросить этот мешочек в укромное место, куда не сможет попасть человек. Так, вероятность того, что сон сбудется, будет намного выше. Именины в этот день, 27 февраля, отмечают Георгий, Кирилл, Константин, Михаил и Федор. И обязательно в этот день, друзья, 27 февраля, скажите обережные слова, произнесите их, и они защитят вас в минуту опасности. А слова будут следующие. Ангелы-хранители, помогите, всякую беду от меня отведите, дайте своего заступления от всякого зла, преступления. Позвольте мне быть с вами, укройте своими крылами. Аминь. Эти слова, друзья, вы можете сегодня говорить на протяжении всего дня, а также в те моменты, когда вам плохо, когда вам тяжело, когда вам угрожает любая опасность. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня строго-настрого нельзя выбрасывать любую еду из дома. Отдайте лучше остатки животным, но только не птицам, иначе кто-нибудь из вашей семьи навсегда уйдет. Также обращаем ваше внимание, что в этот день запрещено стричь ногти, так как бытует народное поверье, что в этот день вы можете укоротить себе жизнь. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 27 февраля 2022 года. По лунному календарю, друзья, у нас сегодня с вами... Сейчас, минуточку. 26-й, и 27-й лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Вы знаете, в какой-то степени это один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов. Люди суетятся, тратят много энергии на всевозможную болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свое время, энергию и силы. Перерасход энергии в этот день будет просто колоссальным. Даже те, кто умело управляется с энергетическими потоками, почувствуют, что они не в силах управлять ими сегодня. Поэтому, наверное, самое правильное направление в этот день – это пассивность, спокойствие и созерцание. Постарайтесь оградить себя от всяческой инициативы, агрессии и активности. Ни к чему хорошему такие движения сегодня не приведут. Соответственно, сегодняшний день нужно провести в работе над собой,
в размышлениях и духовных практиках. Конечно же, эмоциональный фон в эти лунные сутки оставляет желать лучшего. Не только вы, но и все окружающие будут подавлены, внутренне напряжены и раздражены. В результате могут вспыхивать конфликты, ссоры, недопонимания. Поэтому, чтобы избежать этого, нужно уметь контролировать свои эмоции. А еще лучше уединиться, чтобы вас никто не мог спровоцировать на негативный всплеск эмоций, который в результате опустошит до дна души. Также обращаем ваше внимание, что вы сегодня получите небольшой бонус, если хорошо работали в течение предыдущих дней. Прислушайтесь к советам друзей, не отвергайте их предложений, избегайте шопинга. Деньги лучше экономить, есть опасность растратить их впустую или, возможно, потерять. Что же касательно стрижки, то изменения прически не принесут вам радости, а только отнимут силу и здоровье, поэтому откажитесь от похода в салон красоты в этот день. Старайтесь сегодня и больше отдыхать. Остальные процедуры будут благоприятны для вас, но все же следует использовать средства натурального происхождения. Эффект будет приятным, и волосы получат достаточно питательных веществ и витаминов. Сегодня лучше все процедуры доверить мастеру, для того, чтобы сохранить больше живой энергии в своем теле. К концу месяца организм значительно ослабевает, поэтому все действия должны быть направлены на сохранение или увеличение энергии. Стрижки и сложные прически привлекут болезни и депрессивное состояние. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями в натуральные оттенки повысит вашу общительность. Волосы лучше всего начесать и взбить для привлечения природной энергии. Также советы для тех, кто сегодня за рулем. Быть особенно внимательными на дорогах. Берегите свою машину и не оставляйте ее без надежного присмотра. Больному может понадобиться срочная помощь. Окажите ее без промедления. День неблагоприятен для путешественников. Помимо межличностных конфликтов в этот день превышена вероятность воровства и ограблений. Друзья, вот такой у нас с вами день. 27 февраля по народному календарю и по лунному календарю. Берегите себя, будьте осторожны и услышимся с вами уже в следующем видео.